Всем привет! Меня зовут Юля, и в этом видео я покажу, как я делала такую композицию. Ее также можно использовать как ночник. В качестве основы я использовала кружку-тыковку. Она у меня со сколом. Использовать по назначению ее невозможно, поэтому буду ее переделывать. Вот такая кружка была у меня. Сейчас есть похожие кружки в магазине Fix Price. При окрашивании я использую белую матовую краску. Чтобы перекрыть основной цвет кружки, мне понадобилось 2 слоя краски. Краска на стекло накладывается довольно-таки хорошо, никаких проблем у меня не возникло. Чтобы придать объем тыкве, необходимо выделить дольки у тыквы. Для этого я замешала темно-зеленый цвет с помощью желтого, черного и темно-зеленого цвета красок. Я вначале наносила зеленую краску с помощью тонкой кисти, затем я использовала губку. Затем я добавила желтого оттенка. Тут у меня начался небольшой эксперимент в окрашивании. Так как у меня осталась краска, я решила, зачем пропадать добру, и сразу окрашиваю пенопластовый полукруг, который буду приклеивать на кружку. На этом полукруге и будет находиться вся лесная полянка. И завершающим этапом будет последний слой белой краски. Краску наношу поверхностно, похлопывающими движениями, чтобы расстояние внутри долек оставалось зеленой. Вот такой результат у меня получился. Мне очень нравится. Вовнутрь никакого раствора не добавляю, так как кружка сама по себе тяжелая. Приклеиваю пенопластовую основу на горячий клей. И все детали, которые я буду в дальнейшем приклеивать, я буду приклеивать на горячий клей. Теперь мне необходимы 2 картонных круга, диаметр их 6,5 и 5 сантиметров. Также мне потребуется бархатная эластичная ткань. Я выбрала красного цвета, так как я хочу делать мухоморы. Прикладываю эти основы к ткани и с таким хорошим запасом начинаю обводить мой круг.
Вырезаю. Самым обычным и простым швом берет иголку, прошиваю круг по краю. Получается такой мешочек, который необходимо наполнить наполнителем и сверху закрыть картонной основой. Стягиваем, и получается шляпка грибочка. На одну основу мне показалось ткани маловато, поэтому буду переделывать. Вот поэтому я и говорила в начале, чтобы вы делали запас побольше. Все хорошенько сшиваем, оставляем небольшое расстояние для вклеивания ножки. А для ножки я буду использовать самые обычные простые палки. Одна палка у меня даже кривая, и мне это даже очень нравится, что грибочек будет немножко под наклоном. И еще здорово, что один грибочек будет выше другого. На этом моменте я переделываю круг, так как мне не хватило запаса ткани. Вырезаю, сшиваю и наполняю. Все как первый грибочек. Вот такие классные грибочки получились. Если необходимо шляпку подогнуть, из-за того, что в основе есть картон, это легко сделать. Приклеиваю грибочки на поляну, хорошо все фиксируя горячим клеем. Далее всю пенопластовую основу я буду обклеивать мхом. Его я когда-то покупала в магазине Леонардо. Теперь я буду делать разного размера такие точечки для мухоморчика. Делать их буду из обычного бумажного полотенца, так как салфетки дома у меня не нашлось, и клея ПВА, разбавленного с водой. Отрываю немножечко бумажного полотенца, затем обмакиваю в клей ПВА и катаю такие разные шарики. Какой-то побольше, какой-то поменьше. Когда они разные, смотрится очень красиво. И, кстати, да, необходимо небольшое количество времени, чтобы эти кружочки застыли, а затем уже их можно будет приклеивать на грибок.
Вот такие мухоморчики у меня получились. Смотрится реалистично. Очень мне нравится. Грибочки, полянка. И тут я подумала, как же без паутинки, надо ее срочно сделать. Конечно, с ней я немножко повозилась, делала ее из лески. Хотелось, чтобы она была максимально тоненькая. Вначале делаю основные лучи для паутины. Скрепляю их в центре между собой. Затем одну проволоку прикрепляю к одному из лучиков и делаю несколько кругов через лучик. Лишнюю проволоку срезаю. И окрашиваю все в белый цвет. Вот как будет выглядеть паутина на полянке. Далее буду делать улитку. Ракушки для панциря у меня были дома. А туловище буду делать из бумажного полотенца, клея ПВА и воды, так же как и точечки для мухомора. Бумажное полотенце рву на кусочки и затем начинаю все это макать в клей ПВА и начинаю формировать туловище для улитки. Оно чем-то напоминает большую капельку. Также не забываем сделать рожки. Рожки делаю немножко под наклоном и даем время улитке высохнуть.
Закрашивать буду бежевым и темно-коричневым цветом. Первый слой у меня бежевый. Белым контуром добавляю улитке глазки. Показалась мне улитка сильно темной, и поэтому буду добавлять еще бежевый цвет. Надо, чтобы улитка выделялась на фоне мха, так как одна улитка будет на грибочке, а вторая на мхе. Третьим слоем сильно не закрашивала, оставляла темные прожилки. И оставляем улиток в сторону, чтобы они высохли. Теперь будем делать светящиеся грибочки. Нужна будет светодиодная гирлянда. Я ее приобретала на AliExpress. Ссылку на нее я оставлю в описании к этому видео. На один грибок мне нужно 2 диода. Один пойдет на ножку, а один на шляпку. На силиконовую лопатку наливаем клей, чтобы получился кружочек, и отставляем в сторону, чтобы он застыл. Теперь нужно выгнуть проволоку так, чтобы один диод был посередине ножки, а второй был в верхушке ножки, чтобы на него одевалась шляпка. Вот таким вот образом. У меня небольшая гирлянда, поэтому у меня вышло 5 грибочков. Ножку делаю первой, если клей. Еще клеится к рукам, можно использовать воду.
Накладываю на силиконовую форму клей, затем обмакиваю в воду, также обмакиваю руки и начинаю формировать ножку. В процессе формирования ножки я также заготавливаю шляпки. По мере высыхания клея я начинаю наращивать ножку, где это необходимо. Делаю так, чтобы ножка снизу была толстенькая. Если нужно где-то что-то поправить, я намачиваю пальцы водой и поправляю. Когда ножка застынет, я по краю самого верху ножки наношу клей и приклеиваю саму шляпку. На сам диод я клей не наношу. И таким образом делаем остальные грибочки по всей гирлянде. Все заготовки сделаны, и осталось собрать всю композицию воедино. Также в самой композиции буду использовать искусственную зелень, маленькие шишечки, желуди и разную травку, которую можно встретить на лесной полянке. Первыми буду располагать светящиеся грибочки. Сначала грибы примеряю, затем их начинаю приклеивать. Проволоку, которая между грибочками, я прячу под мхом.
Теперь приклеиваю паутину. Далее приклеиваю кустики. Это искусственная зелень, мне напоминает почему-то кустики черники. Теперь приклеиваю улиточек. Для украшения завязываю бант, и на этом все готово. Вот такая интересная лесная композиция получилась, как будто побывали в лесу. Паутина, улитки, светящие грибочки придают этой композиции особую сказочность. Благодарю за просмотр этого видео. Буду признательна вам за поддержку этого видео лайком и теплым комментарием под видео. Это помогает продвижению канала. Если вы зашли на мой канал впервые, предлагаю подписаться. Не забывайте нажимать на колокольчик, ведь впереди много творческих идей. Всем пока, до новых встреч!